Все работает? А ты уже что, снимаешь? Уже все, поехали? Здравствуйте всем! Сегодня наконец-таки нам попала в руки вот эта красавица или красавец. Скорее всего красавец, судя по его агрессивному виду. Долгожданный Cadillac Escalade на нашем обзоре. Yeah, we good. No. Подожди. Пипец, какой он быстрый, да? Все, записываем, поехали. Больших трудов нам стоило найти машину на обзор. За эту машину уже люди дали задаток. Она уже продана практически. Мы еле уговорили дилера дать нам ее на обзор. Поэтому это будет быстрый обзор. Мы к нему не готовились. Я даже не сидел внутри в машине, просто открывал дверь, смотрел. И мы начали записывать, потому что времени очень мало. За ним скоро приедут. Сразу перейдем к дизайну машины, чтобы не тянуть время. Перед автомобилем выглядит, спорный вопрос, непривычно, с этими узкими фарами. По крайней мере, он точно выглядит агрессивнее, чем предыдущая модель. Так, осталась такая же огромная передняя решетка радиатора, она даже стала еще больше. И вот эти узкие фары, в целом создается впечатление... Охуенно тут снимать, да? Да. В целом создается впечатление такой морды, не знаю, как шлем рыцаря какой-то. Маленькие прорези, фары, большая решетка. Выглядит красиво, выглядит агрессивно, богато. Ни с чем не спутаешь, ни на что не похоже. В этом Cadillac молодец. Они всегда делают машины не похожие ни на кого. А красиво это или нет, тут дело вкуса. Сказать однозначно, что машина уродливая, невозможно, потому что, не повернется язык, она реально смотрится хорошо. Даже несмотря вот на эти штуки, вот эти маркеры, которые мне нигде на одной машине не нравятся, здесь они даже как-то вписались, что ли, я не знаю. В общем-то, смотрится все неплохо. Огромные диски 22-е. На других моделях они могут быть другого цвета, черного, с другим дизайном, но останутся такими же огромными. Сбоку машина... мы снимали Yukon, который был всего на 10 тысяч дешевле этого Escalade. Эта машина стоит почти 100 тысяч, та стоила почти 90. Поэтому разница в этих 10 тысячах, она неощутима при такой огромной цене. Вот эта машина более закончена. Каждая линия здесь, она, никаких незаконченных там квадратиков, никаких незаконченных там обрубленных деталей, ничего нет. Все продолжает друг друга и смотрится обалденно. Вот здесь Cadillac проработал дизайн низа машины на 100%. Не так, как это было у Yukon, просто торчащие трубы, как будто бы их в гараже в соседнем туда приварили. Здесь все сделано четко, здесь все закрыто, здесь все закончено. И совсем другое качество сборки. Здесь ничего не болтается, не шатается, никуда не старается убежать от тебя. Сзади дизайн машины напоминает предыдущую модель, эти огромные фары. Выглядит ни с чем не спутаешь, все будут знать, на чем ты едешь. Кстати, сразу, пока мы сзади, хочу показать, как открывается задняя дверь. Естественно, взмахом ноги, это понятно. Здесь еще у нее где-то даже подсветка идет. Сейчас мы попробуем открыть машину. Мы днем не увидим, здесь сзади есть подсветка. То есть эмблема Cadillac высвечивается вот сюда. Вот этим Cadillac хочет показать, где тебе надо именно махать ногой. Вот здесь вот сейчас светло и не видно, вот здесь эмблема Cadillac. Вручную она не менее интересно открывается. Здесь нет никаких кнопок, кроме кнопки для открывания отдельно заднего стекла. Я искал, как ее открыть, помимо ноги. Мне он показал, кнопка оказывается вот здесь на эмблеме. По-моему, прикольно, необычно, интересно. Мне кажется, они у Hyundai это слезали. У Hyundai есть такая кнопочка, по-моему, на Sonata. Сразу по багажнику. Вот посмотрите, захотели и сделали. Культурно, нормально поставили сетки. Никакого дешевого звенящего пластика здесь нет. Здесь карпет.
и сетки, которые закрывают сабвуфер. То же самое с этой стороны. Здесь те же самые кнопки, которые были в Юконе с розеткой. То есть это даже дизайн одинаковый для опускания второго и третьего ряда сидений. Карпет классный, мягкий. Не самый дорогой, но он неплохой, приемлемый, нормальный. Вот сразу покажу эту висящую штуку, которую вот так мы даже если уберем, то все равно здесь не придумали никакого магнита, никакой пластика вокруг. Cadillac решил это оставить так же, как это было в Юконе. Ну, болтается и болтается. С другой стороны, зачем смотреть назад? Смотрите вперед. Кнопочки на излом остались те же. Также они здесь сделали вот такой коврик, по-моему, прикольный, который закрывает вот эту дешевую тряпку на сиденьях. В модели за 100 тысяч эта тряпка могла бы быть более аккуратной. Ну да ладно. Вот они плохо держатся, липучки не везде. Ну, более-менее культурнее выглядит. Лучше бы они без тряпки так сразу и сделали. Дальше, вот этот пластик здесь остался тем же самым, что и в Юконе. Ничего не изменилось. Ну, нормальный, нормальный. Не будем придираться. Пойдем дальше. Закрываем багажник. Что касается ключа, это тот же юконовский, шевролетовский ключ, просто с эмблемой Кадиллака вот здесь. И он делает те же самые функции. Он заводит машину, закрывает, открывает и открывает багажник. Естественно, никуда не делась подножка с этой машины. Но я хочу обратить внимание на ручки. То, о чем я говорил. Вот здесь будет подсветка ночью. Приятная, когда ты к ней подходишь. Сейчас мы ничего не увидим. Здесь нет никакой дырки. Они все закрыли. И выглядит гораздо симпатичнее, чем вот эти вот дырявые истории. Сама ручка, когда ты открываешь машину, остается на месте, она никуда не двигается. Здесь за ручкой есть маленькая клавиша, на которую ты просто слегка давишь пальцем, и дверь приоткрывается. Выезжает подножка. Перейдем к самому интересному, к салону машины. Сказать, что Cadillac исправил все недостатки Юкона, возможно. Выглядеть стало все гораздо дороже, но все равно качеству есть свои вопросы. И не потому, что я не люблю машину, она мне очень нравится, я бы, возможно, сам на ней покатался, была бы такая возможность. Но, когда ты отдаешь 100 тысяч долларов, в данном случае это уже 100 тысяч, это даже не 90, уже этот моральный рубеж в твоей голове преодолен. Ты заплатил за машину 100 тысяч долларов. Но все равно вот все эти детали, они остались неровными. Где-то строчка вверх пошла, где-то вниз пошла. Они обшили это кожей или искусственной кожей. Ну да, скорее всего, искусственной кожей. Они поставили вставку из дерева. Это не пластик, это дерево под лаком. Они сделали алюминиевую вот такую обводочку. И я подозреваю, что это настоящий алюминий, потому что на самом деле вот он холодный, его трогаешь по сравнению с пластиком, чувствуется разница. Скорее всего, это алюминий. Ну и уже бы постарались совсем немножко. Может быть, им, я не знаю, может им купить новые станки, которые обшивают кожу, я не знаю, которые шьют эти все детали. Может им новых мастеров на работу взять. Ну неровно все. И это видно, это бросается в глаза. С первого взгляда, возможно, нет, но если ты начинаешь присматриваться к машине, это бросается в глаза. Где-то неровная строчка, где-то какие-то замины на коже. В общем-то, вот такая история с кожей. Она перфорированная, подозреваю, что есть здесь обдув, подогрев и массаж сидений. Надо сначала скороговорки проговаривать. Также в этой машине стоит дорогая музыка с 19 колонками. Колонки есть даже в подголовниках. Как это все будет звучать, мы еще не знаем. Как я сказал, мы сами не сидели в этой машине, приехали и быстро сюда. Специально для вас, чтобы снять вам интересный обзор. Ну, не знаю, интересный, неинтересный. Кто ждал Cadillac, тот меня поймет. We good? Yeah, and the guy's coming on his way. Really? If you hurry up, please. Who bought the car? Yeah. Okay. 10 minutes. Okay. All right. По поводу пластика на этой машине, пальцы здесь не порежешь. Все сделали уже более-менее аккуратно. Все здесь загнули, завершили, все. Никаких претензий по этому поводу нет. Единственное, что у более дешевых моделей, других производителей, вот здесь все обшито бархатом. Чтобы не гремело и было приятно туда что-то положить или на ощупь просто приятно было. А здесь пока такого еще не сделали. Честно говоря, в хваленных сиденьях навигатора
было менее комфортно. Здесь более простые сиденья, более такие традиционные, и сидеть в них достаточно комфортно. Вот вы видите, что здесь подушки хватает до самого конца ноги, вот здесь те колени нигде не висят. В принципе, все очень удобно. По сиденьям никаких претензий нет. Внутри в салоне все сделано очень богато. И настолько сильно это все бросается в глаза, что ты перестаешь обращать внимание на какое-либо качество машины. Ну и качество, ну, не самое плохое. Я не скажу, что она приблизилась хоть немножко к немецким дорогим брендам, но для американца качество уже гораздо лучше. Что здесь на торпеде? Вот этот новый изогнутый дисплей, огромный просто дисплей. Вообще их здесь 3. Раз, два и вот с этой стороны 3. Самое интересное, скорее всего, будет вот этот маленький третий дисплей, потому что здесь ты выставляешь все параметры, которые тебе нужны для езды. Вот эти вот по камере параметры. Night Vision. Да, здесь есть система ночного видения. Здесь есть навигация. В общем, этим дисплеем ты управляешь полностью своим щитком приборов, так можно сказать, дисплеем, который перед твоими глазами, перед глазами водителя. Сейчас здесь все подтормаживает, нет времени выяснять, насколько оно будет все хорошо работать, потому что, как я сказал, только что подошел дилер и сказал, что за этой машиной уже едет клиент, который дал за нее задаток, поэтому у нас времени совсем мало. Вот такой огромный дисплей перед тобой. Качество изображения отличное, никаких к этому нет. Я хочу обратно вернуть камеру. Вот можно посмотреть камеру сейчас здесь. Изображение шикарное. В общем, музыка звучит впечатляюще. 19 динамиков, наверное, не зря что засунули. Обо всех наворотах этой машины у нас точно сейчас нет времени сказать. Когда будет возможность, мы возьмем машину подробнее на обзор, чтобы на ней покататься и рассказать о ней как можно больше. Сейчас просто общий взгляд, общие впечатления, первые впечатления о машине. Ну вот по торпеде обшито здесь кожей, здесь проекционный дисплей, ночное видение будет здесь перед тобой, деревянная вставка, ну органично смотрится, неплохо. И учитывая то, что это натуральное дерево, а не пластик, она уже как-то, ну не знаю, приятнее это все. Вот здесь вот это опять-таки большая такая вставка дерева. Вот интересное решение с зарядкой, прикольное, мне очень нравится. То есть ты телефон вот в эту вот дырку бросил. Он у меня маленький, поэтому он там пропал почти. Но он заряжается. То есть зарядка здесь есть, она работает, размера хватит под любой смартфон. Очень нравится, что они ушли вот от этих кнопок, от всяких крутилок, которые меня раздражают. Здесь все четко, вот ты имеешь рычаг, конечно, он электронный, конечно, здесь нет ощущения переключения передач, но все равно, хотя бы так, он здесь есть, ты можешь почувствовать традиционный стиль езды, присутствует. Дальше джойстик управления вот этим дисплеем, он тачскрин, конечно, но здесь еще есть джойстик, которым ты можешь все покрутить, если тебе это удобней. Кнопки чисто шевролетовские здесь, ничего другого ждать не приходится. Подлокотник пошит криво, выглядит неплохо. И вот когда открываем здесь, вот это то, о чем я говорил, пожалуйста, можно же было сделать бархатом все. Даже вот эта вот дешевая полка, но она сделана бархатом и гораздо приятнее выглядит. Совсем другое дело. Смотрится неплохо. И размеры впечатляют, видите, сюда все-таки корова залезет. Наверху вот эта вот штучка, она у нас болталась на Юконе, она также болтается здесь. Немного получше все равно качество. Само качество материала потолка тоже намного получше, чем у Юкона было. Я не знаю, что это, но очень приятно. Оно даже немножко на ощупь напоминает Алькантару. Такой вот, не знаю, что это. Но это не Алькантара 100%, это какой-то синтетический материал. Очень приятно, что вот эта вот защита от солнца сделана одним материалом с потолком, как бы имеет логичное завершение, потому что на других моделях тут просто какой-то вот дешевый пластик, а потолок из другого материала. Свет загорается такой приятный, лунный. LED-лампочки везде. Ну вот посмотри, как это дешево. Я не знаю, почему нельзя сделать нормальную клавишу какую-то, которая будет... как-то, что это? Не знаю, это надо увидеть самому. Вот кто-то сейчас скажет, я придираюсь, просто в жизни выглядит очень дешево. Точно такая же панорамная крыша и точно такой же люк, как был в Юконе. Ничего здесь не поменялось.
относительно вот этой вот панели, ничего не поменялось, все то же самое. Короче, итог по кокпиту водителя, по пассажиру рядом. Выглядит классно, выглядит ново. Вот сейчас, сидя здесь, я ни у кого такого больше нигде не видел. Вот такое количество дисплеев, качественно все сделано. Вот здесь ты видишь, что это стоит 100 тысяч. Ну, по крайней мере, близко к тому. Но если начинаешь где-то в детали вдаваться, посмотрел туда, посмотрел сюда. Бардачок, кстати, тоже обшит бархатом. И таким прям хорошим. Да, вот это классно, молодцы. Здесь хорошо сделали. Если начинаешь вдаваться в детали, настроение все равно немного портится. Ну, с другой стороны, катайся, что вдаваться в детали. Но на этой машине уже можно кататься. Она не противна, она не портит тебе сильно настроение. Все, я глушу и идем назад. Вот эти вентиляторы, посмотри, они сделаны интересно, необычно. Не просто вот эти дырочки, как были в GMC старые, а как-то вот так все по-новому. Сзади точно так же, как и в GMC, ничего здесь не поменялось. Другая кожа, там какие-то акценты, вот здесь черная с белым, да, я об этом не сказал впереди. С белой строчкой кожа, с белыми вставками или с белой окантовкой, я не знаю. Даже для задних пассажиров здесь вот эта вот консоль, она обшита кожей. Вот как-то больше сделано, с одной стороны, как-то получше, поприятнее, с другой стороны, ну вот всякие уголочки, которые тут вот торчат. HDMI, USB-C, большая розетка, большие мониторы на подголовниках. Вот здесь я просто здесь докапывался у Юкона. У Кадиллака ничего не поменялось. Дешевейший пластик, который вот туда-сюда вот так все болтается. Ну вот это хотя бы обшили. Вот про ту тряпку, про которую я рассказывал. 100 тысяч машина стоит. 100 тысяч. А та, которая будет стоить 110-115 тысяч долларов в других комплектациях, там ничего не поменяется, будет то же самое. Вот мы никуда не ушли от этого тросика. Он здесь. Ну, здесь на нем, смотрите, приклеили такую мягкую кусочек материала, такой бархата, чтобы, я не знаю, почему он с этой стороны, он бьется вообще-то с другой стороны. А приклеили вот сюда. Чтобы он вот сюда не бился, наверное, я не знаю. Молодцы, молодцы. Также две кочерги здесь так и остались, которые дают проход на третий ряд или просто сложить сиденье. Ну вот вы сами считаете, что это 100 тысяч долларов. Вот это вот вся история 100 тысяч долларов. Не знаю, если кто-то так считает, я не буду спорить. Вот этот пластик более-менее, он деревянный, но он такой вроде добротный, ничего, так себе. Быстренько идем, посмотрим, что здесь. Здесь совсем другая кожа, здесь даже это уже, они даже не скрывают, скорее всего, что это не кожа, потому что очень-очень дешево на ощупь. И, пожалуйста, покажи вот эти вот держатели сидения, или как их назвать. Даже на дешевой Пасифике, семейном автомобиле, они это все закрыли пластиком. Ты когда открывал сиденье, здесь опускался такой пластик и закрывал все вот это безобразие. На Кадиллаке и Эскаладе за 100 тысяч долларов они решили, а зачем это делать? Его все равно покупают, его будут покупать. Скорее всего, именно потому, что он стоит 100 тысяч долларов. Поэтому не будем вдаваться в подробности, в мелочь. Ну вот здесь сзади я даже залазить не буду и не хочу сюда садиться. Я уже был здесь на Юконе, здесь ничего не поменялось. Вот эта огромная стойка, которая, ну, в окно там тебе будет плохо видно, сделали бы ее чуть побольше. Мы об этом уже говорили. Все то же самое здесь, что было у Юкона. Немножко добавили карпета в каких-то местах, чтобы выглядело более-менее побогаче. Если можешь, вот там покажи вот ту решетку. Вот через нее с той стороны выглядывает шумоизоляция. Вот ты просто в эту решетку, если заглянешь, ты видишь, что там шумку видно. Что, нельзя было закрыть, спрятать ее как-то? Или эту решетку мельче сделать? Короче, чем мы дольше здесь находимся, тем у меня больше портится настроение. Уже бежит дилер за нами, поэтому будем заканчивать. Да, yes. Сейчас мы там итог скажем. All right. Thank you so much. All right. В общем, одним словом, итог нашего сегодняшнего экспресс-обзора таков. По моему мнению, машина 100 тысяч не стоит.
70-80, может быть, 100 тысяч ей не цена, потому что качество материалов внутри никак не тянет на премиум класс. Отделка торпеды, ну да, это новая, они туда натыкали кучу дисплеев и всяких функций, опций, которые, когда, если вдруг их подробнее разобрать, мы увидим, что есть и на других машинах. И стоят эти машины гораздо, в 2 раза дешевле, чем 100 тысяч долларов. По поводу двигателя, тот же двигатель, что и у GMC Yukon 6.2 литра, 10-ступенчатая коробка передач. Все то же самое. За что за эту машину 100 тысяч долларов? Просто за имя. Если бы у нее не было имени Cadillac Escalade, и стоила бы она 50 тысяч долларов, ее бы так не покупали, конкуренты бы ее убили просто. А вот так как она есть, Cadillac Escalade с ее именем, с ее салоном, который никак не тянет на 100 тысяч долларов, я не знаю, ну, есть у нее свои поклонники, свои клиенты, все равно ее будут брать. На мой вкус, я бы просто покатался. Покатался бы, попробовал эту машину. Ну, как для себя, тем более за 100 тысяч долларов, навряд ли бы я ее себе взял. Мы показали то, что мы заметили, то, что мы успели заметить в этом быстром обзоре. А вы решайте сами. Кому нравится, кому не нравится. Напишите комментарии, напишите, в чем вы согласны, в чем не согласны. Ваше мнение об этой машине. Мы будем продолжать за ней охотиться, как только появится возможность на ней покататься и снять подробный обзор, шаг за шагом, по каждой детали, мы обязательно это сделаем. А пока ждите новых обзоров, обязательно будет что-то новое и интересное. Также мы планируем снять обзоры на какие-то не новые машины, вторичный рынок. В общем, следите за нами, подписывайтесь, ставьте колокольчики, лайки, а мы домой. Погнали, Серж!